Видно? Нет. Давайте посмотрим, как выглядит пациент на второй день после пересадки. В клинике делают повторную мойку головы и перевязку. Итак, привет, товарищ по несчастью. Меня зовут Артем. Недавно я стал счастливым обладателем пересаженных волос. Сделал пересадку волос в клинике. И хочу с этим поделиться с тобой, рассказать. Ты наверняка уже много видео смотрел и читал контента, как это происходит со стороны клиники. То есть они рассказывают какие-то технические моменты, подготовка, последствия операции, то есть восстановление, как впоследствии себя вести. Какие-то нюансы, возможно, технические, медицинские тонкости. Я же хочу осветить бытовую сторону вопроса, сторону, так скажем, клиентскую. То есть, что вам предстоит и как с этим лучше работать на примере моего опыта. Потому что некоторые ошибки, которые другие ребята допускают, там, я допускал, возможно, они просто не рассматривались. И в других видео. И, соответственно, я думаю, что много полезного смогу тебе рассказать. Поэтому будет целая серия видео. Я планирую сделать от самого начала. Сегодня в этом видео мы рассмотрим, я себе небольшой конспект составил, рассмотрим подготовку, то есть от самого начала, сам день операции, ближайшие пару дней восстановления. И в следующем видео уже будет вестись хронология. То есть, там, 1 неделя условно, месяц после, какие-то контрольные точки, которые помогут тебе сформировать полноценную картину. Вот. Тогда начнем с небольшой предыстории. Изначально я заметил несколько лет назад, года 3, наверное, назад, может быть, чуть около 3 лет назад, я заметил, что я лысею. Начали появляться залысины по мужскому типу. Почитав пару статей, я уже понял, что это андрогенная аллопеция, как я сказал, да, по мужскому типу. Поэтому решил бороться с ней без участия врачей, так как еще был какой-то начальный этап, я не придал этому большого значения, поэтому решил попробовать самостоятельно. Так как до этого я был помешан на выращивании бороды, на отращивании своей бороды, потому что была своя только вот такой островок козлячий и там 14-летние усики. Поэтому я несколько лет до этого уже пользовался миноксидилом, препаратом миноксидил 5%, с помощью которого я вырастил вот такую бороду, которую вы сейчас можете видеть. Вот далее не совсем восстановился после операции, поэтому прошу меня простить, надеюсь, на звуке это не отразится. Далее я решил перенести использование миноксидила, соответственно, на голову, на проблемные места, то есть на залысины, и пользовался тоже в течение какого-то времени. Мне показалось, что выпадение волос замедлилось. К тому времени уже достаточно, мне лично уже заметно было изменение контура линии роста волос. И, соответственно, я начал на проблемные места брызгать, по инструкции. В дальнейшем чуть-чуть увлекся, начал брызгать чуть больше. И мне, так как увидел первый результат, волосы перестали выпадать. Недавно выпавшие даже немножко отросли. Но все равно я понимал, что уже с каждым месяцем, а так как на бороду я брызгал уже около 2 лет, плюс уже около года брызгал на голову, на залысины, и уже начал приходить понимание, что это медвежья услуга, которую я себе оказываю этим препаратом. То есть результат временный исключительно на постоянку. То есть нужно им брызгать постоянно. А так как у него есть ряд
ряд факторов, которые лично мне были некомфортны, то есть это повышенное, так как препарат имеет некую то ли масляную структуру, то ли еще что-то. Он вообще сам на спирту. В общем, выделяя, я так понял, способствовал повышенному салоотделению в этих местах, в залысинах. Поэтому мне лично кожа головы всегда казалась, она, во-первых, всегда была почти склизкой, и то есть на ней вот какое-то ощущение жира было. И волосы стали пачкаться быстрее. Да, они были толще, они были хорошего качества, но они даже, кстати, сильно потемнели. Но я не хотел иметь всегда, во-первых, короткую стрижку, потому что брызгать нужно под корень. Во-вторых, я не хотел брызгать всегда, потому что так или иначе это непростой препарат, рецептурный, и лучше про него забыть. Это не, так скажем, не экологичное решение проблем. Далее передо мной стал выбор. Это уже в начале этого года, когда я уже окончательно понял, что мне нужно что-то радикально делать. Мне порекомендовали мезотерапию, в общем, всякие там БАДы, препараты, витамины. Но я думаю, с помощью витаминок вот, собственно, вот такую зону вырастить будет проблематично. Поэтому я решил решить сначала вопрос радикально, сделать пересадку. Это было около полугода назад. То есть сейчас, на момент записи видео, сентябрь 2023 года, я решил в начале этого года. Чуть больше полгода назад, где-то в январе-феврале, я уже начал изучать этот вопрос. Да, решил я сначала решить проблему радикально, то есть сначала сделать пересадку, а потом уже воспользоваться всеми вспомогательными, уже сопутствующими средствами. О них я расскажу чуть позже и подробнее. Вот. Соответственно, время принятия решения у меня было около полугода. Я начал изучать форумы, отзывы на клинике, потому что, я думаю, вы тоже с этим сталкиваетесь или столкнетесь. Это очень пугает, так как это все-таки оперативное вмешательство, это медицинское полноценное, юридически это медицинская процедура. Соответственно, не хотелось бы попасть в руки шарлатанам, коих, как позже выяснилось, на этом рынке много. Я сразу присмотрелся к Турции, потому что есть стереотип, что это столица мира по пересадкам, там в каждом подвале пересаживают. Но камнем преткновения как раз стало то, что пересаживают там в каждом подвале. Плюс языковой барьер, плюс геополитическая обстановка, стоимость билетов. Все это в совокупности наложилось на очень высокую стоимость, при этом очень большие риски. Поэтому смысла ехать именно в Турцию я не увидел. Дальше я начал сравнивать клиники Москвы и Санкт-Петербурга. Читал форумы, смотрел видео, в принципе готовился, повышал эрудицию, изучал вопрос. Вот, выбрал клинику, в которой по итогу и сделал, собственно, такая предыстория. Дальше, этап подготовки. Итак, этап подготовки. К слову, сейчас третий день после моей пересадки. Второй после, третий, соответственно, с момента самой пересадки. То есть день пересадки, следующий. И вот сегодня я первый день дома. Начинал я записывать видео утром. Сейчас уже день. У меня разрядился телефон. Пока заряжал, обратите внимание, у меня уже пошло... начала сползать припухлость. Видимо, эта повязка, она все еще тугая, она ее удерживает. Я думаю, на лицо сползет,
в ближайшее время. И это, по сути, хорошо, это будет рассасываться, так как во время операции закачивают физраствор, чтобы она была менее болезненной и более продуктивной под кожу. Вот она потихонечку уже начала сползать. Вот, далее, подготовка. Мне прислали, как только я определился с клиникой и написал им с заявкой на бронь, мне сказали, что очередь на 2 месяца. Это меня, последние сомнения во мне искоренило и подтолкнуло побыстрее начать, чтобы не оттягивать еще это на несколько месяцев вперед, если я не запишусь сейчас. Вот, я, соответственно, записался, начал. Мне прислали чек-лист, что нужно выполнить. Ряд стандартный, нужно было провести анализов, мне их все направили. В основном, чтобы врачи убедились, что я здоров, я могу быть допущен до операции. Сразу тут лайфхак. Сейчас, по крайней мере, вот на ситуацию августа 2023 года в Нижегородской области, возможно, в других областях также, если я ничего не перепутал, сейчас просто так не получить направление на анализы, в принципе, очереди и по регламентам не получить без каких-то серьезной мотивации для этого. Что я сделал? Я пошел в КВД, кожвен-диспансер, и с якобы какими-то жалобами планово, в общем, так скажем, выманил у них направление на анализы. В тот же день меня, конечно, с Божьей помощью, нужно было немножко схитрить. Спрашивайте в комментариях, я все подробно расскажу. Мне в тот же день собрали анализы, я их получил результат. Кстати, очень удобно. Я получил результаты на госуслуги. Обещали 14 рабочих дней, поэтому заблаговременно, пожалуйста, занимайтесь, если вы планируете это делать бесплатно. Платно, конечно, быстрее. Получилось, что я сэкономил порядка 3000 рублей, что вполне неплохо. Достаточно будет на одну процедуру восстановления, но об этом чуть позже. И срок там был, обещали 14 рабочих дней, получилось в течение 7-8 рабочих дней, все анализы были на руках, я их отправил в электронном виде, получил из госуслуг, и мне все утвердили. Дальше. Особый аспект я бы хотел уделить дороге и подготовке к операции, так как это все-таки не косметологическая процедура, а полноценная операция. Операция, да. Крайне настоятельно рекомендую подготовить логистику. Если вы едете, допустим, в Москву издалека, как это делал я из Нижнего Новгорода, так или иначе это не 10 километров, то нужно заранее спланировать, забронировать отель. Крайне настоятельно рекомендую, чтобы он был именно в шаговой доступности от клиники, чтобы у вас было все подготовлено на месте, когда вы подъедете. Конечно, у вас будет персональный менеджер, он вам все поможет, расскажет. В большинстве, не знаю, как в большинстве, мне так кажется, в той клинике, в которой я делал, там был персональный менеджер, который на все вопросы отвечал, помогал, сопровождал как до операции, так продолжает после. Просто это уже немножко разные люди. Так вот, забронировать гостиницу рядом, подготовить. И очень желательно, если едете издалека, не нужно делать в день. То есть лучше приехать с вечера, забронировать не одни сутки, а 2 суток, выспаться хорошенько и очень плотно, хорошо с утра покушать, попить воды. Потому что сама процедура займет порядка 10 часов, в совокупности от времени, когда вы зашли в клинику, до уже непосредственно того момента, когда вы в своей гостинице будете ужинать. Поэтому покормят вас там, в той клинике, в которой я ел, по крайней мере, в которой я делал пересадку, меня хорошо покормили, поили периодически сладким чаем с сахаром, но важно, чтобы у вас был хорошо восстановленный, подготовленный организм.
Видно? Давайте посмотрим, как выглядит пациент на второй день после пересадки. В клинике делают повторную мойку головы и перевязку на следующий день, то есть на второй. Вот, уже заметно меньше крови, реципиентная зона выглядит лучше, чем вчера. Кровь запеклась, образовала аккуратную защитную корочку, которая слезет, соответственно, чуть позже. Донорская зона, как вы видите, у меня сейчас в пеленке. Я сейчас буду мыть голову, но она изначально не кровила, не болела, то есть чувствовал себя изначально очень хорошо. Это, кстати, не мешало спать. Очень важный фактор. В целом, я ее вам покажу, я ее сниму чуть позже. Это будет уже завтра, после моей уже третьей мойки, которую я сделаю сейчас. Вы ее увидите буквально через пару секунд. Вот. Отек на голове спадает. Покажу. Чуть повыше сними, чтобы было видно. Вот. А на лице отек не наблюдается. Вот. Буду продолжать вести хронику. Вы все обязательно увидите. В третий раз пробуем дозаписать видео. На этот раз у нас получится, дойдем до победы. Очень также важный фактор – это запастись заранее едой. То есть закупиться с предыдущего вечера и едой, которую вы будете в день операции есть уже непосредственно в гостинице, чем вы будете ужинать. Можно, конечно, заказать там, в гостинице, если такая услуга есть, такой сервис оказывается. Я об этом не подумал и об этом пожалел, потому что после операции заходить в магазин, пока там люди глазеют, пока лишние микробы сядут на реципиентную зону, ну, вот в таком состоянии я вышел из клиники. Вот. Можно, конечно, надеть маску, там дают какие-то специальные кепки, оборудование, специальные аксессуары, если речь идет там про зиму или про какую-то специфическую погоду. Ну, также предупреждают, с собой нужен зонтик. Вот. Ну, вот я немножко растерялся и вас предупреждаю, что нужно заранее купить, и еда должна быть хоть питательной, но очень легкой и мягкой. То есть подойдут все что угодно, чтобы вы просто не сильно раскрывали челюсть, не напрягали мышцы головы, мышцы лица, чтобы вы максимально могли легко, комфортно, спокойно покушать и напитаться полезными веществами вечером. Я себе выбрал, заказал пюрешки детские. Это не обязательно могут быть фруктовые, там какие-нибудь мясные, что угодно с овощами. И творожную массу. Много белка, жирненько, питательно, хорошо. Кстати, небольшая заметка. Да, первые дни после операции, как мне, согласно показаниям врача, я пил много воды, чтобы организм очищался. Мало двигался, ну, это понятно, не нужно, я думаю, объяснять. Вот, был очень большой страх задеть что-нибудь, что пылинка какая-нибудь попадет. Ну, я думаю, у каждого такое будет в той или иной степени. Поэтому заранее продумайте свою безопасность. Как вы будете добираться до гостиницы, на чем вы обратно поедете. Разумеется, я уже не говорю о том, что билеты обратно, если вы летите там на поезде, обратно должны быть. И я, кстати, очень рекомендую не поскупиться, не пожалеть денег, а купить, если это Сапсан, скоростной поезд сидячий, взять VIP, или как он называется, премиальный вагончик, где будет удобная посадка на обратный путь домой. Это вам очень поможет. Вы потом мне скажете за это спасибо, я уверен. Дальше. Да. Очень часто, хоть я мало двигался, очень часто хотелось есть. Поэтому еды нужно запасаться побольше, чтобы еще на утро хватило. Ну, что-нибудь легкое, самое главное, и чтобы можно было не размыкать сильно челюсть.
Вот. С собой, в принципе, ну, ничего особого не нужно. Переодеться, переобуться, это все там в клинике объясняют, как правило. Дальше. 4-й пункт. День операции. Сама операция, как я сказал, длится там от 6 часов в среднем, плюс-минус. Кстати, мне пересадили 2700 графтов. Не помню, я сказал это в предыдущей нарезке или нет. Вот так выглядит залысины на 3-й стадии. И немножечко сделали линию пониже. Это 2700 графтов. Вот мне это делали порядка 5 часов. Тем, кто делает там 3500 графтов, кто-то даже до 4000, соответственно, вы понимаете, что это будет кратно дольше. Вот. Ой, очень, очень тяжело сейчас записывать видео, сложно это передать, потому что у каждого разные мимические морщины, мышцы лица у меня недостаточно подвижные, поэтому мне всегда хочется морщить лоб, этого делать ни в коем случае не рекомендуется, поэтому мне приходится себя сдерживать. Ну, еще немножко не отошел после операции. Очень важный момент, продумайте, если у вас заболевания спины какие-то, травмы были спины, очень важно, лежать будете долго, спина будет затекать. При любом, в той клинике, где я делал, было очень крутое сиденье, оно было ломаное, с надувными подушками, то есть оно постоянно там подкачивалось, подламывалось, где нужно, там угол у спинки менялся, там, для ног и так далее, но вот с моей спиной 2 грыжи, искривление позвоночника, это не помогло. Конечно, была плохая кушетка, было бы гораздо хуже, но вам еще после этого спать, сидя несколько дней, ну, там, под 45 градусов. Поэтому к этому подготовьтесь, возможно, какие-то подушечки с собой возьмите, что-нибудь, в общем, чем вы обычно пользуетесь, если пользуетесь. Вот. Дальше. Вечер после операции. Я допустил ошибку. Как я сказал, я немножко халатно отнесся к времени после операции. Я не купил с собой воды и еды. Поэтому, как только я заказал уже из гостиницы, мне долго везли доставку, и у меня успела подняться температура достаточно высоко. Это редкость, как мне сказали в больнице. Поэтому в любом случае мне выдали, в моем случае выдали 2 таблетки парацетамола, я их выпил. Вот температура, выпил воды, когда мне доставка привезла. Кстати, больница, клиника, в которой я делал, предоставила мне большой-большой пакет со всеми таблетками. Там расписано было, вот так, наверное, для вас, расписано было по дням, что да как. Там была очень удобная, понятная памятка. Вот в том числе был парацетамол, я им сбил температуру. Конечно, в вашем случае я настоятельно рекомендую сразу же выпивать таблетки после операции, чтобы не допустить того поднятия температуры, которое было у меня. Вот. Дальше. Следующие пару дней после операции. Как я говорил, у меня операция была позавчера, то есть я уже 2 ночи после операции спал. Рекомендаций тут никаких нет, их все дают врачи, их все дают в клинике. В хороших клиниках все формализовано, вам заранее все расскажут, дадут консультацию, оставят памятку. В общем, вы останетесь с каким-то материалом, и с вами будет, как я говорил, на связи специалист, если это компетентная клиника. Вот. Про самочувствие сказал, восстановление. Да, уточню. В идеале, чтобы у вас после пересадки был отпуск. То есть вы подгадывали. Если вы планируете, что вы сделаете пересадку и после этого на следующий день, через 1 день выйдете на работу, сужу исключительно по себе, возможно, кто-то и так, возможно, там говорят, в старшем возрасте проще переносится пересадка, там опять же в зависимости от изначального здоровья, у меня оно не шибко сильное, от количества пересаженных графтов. Вот. У меня
достаточно, я в принципе всегда долго болею, долго восстанавливаюсь. Этот случай не стал исключением. Я уже подгадал так, чтобы недельку меня после операции никто не беспокоил. Я мог пройти реабилитацию, да, и уже, ну, как минимум, да, не только по здоровью, но и эстетическую, чтобы никто не глазел, там никто не задает вопросы. Для некоторых это, наверное, вопрос достаточно щепетильный. Сон, как я сказал, да, максимум можно под 45 градусов лежать, как для вас. Вот. Вам выдадут в клинике, ну, опять же, если компетентная клиника, у них хорошая раздатка, выдадут рогалик под голову, такая дорожная подушка, ну, что-то типа ортопедической, под шею, чтобы вы донорской зоной не касались ничего. Потому что вот эту вот штучку я сегодня снимаю. И сегодня как раз у меня будет оголенная задняя часть. Во-первых, чтобы не залить ничего кровью, чтобы лишней компрессии не было, никакого там заражения, вреда. Ну и чтобы поддерживать естественный изгиб, да, шейных позвонков шейного отдела. Поэтому просто подготовьте свое спальное место в гостинице и, соответственно, дома. Уже вы должны иметь представление, как вы дома будете спать. Процедуры вам, как я сказал, в хорошей клинике все распишут, все объяснят. Тут не будем останавливаться. Важный момент, да, я для себя несколько заметок сделал. Я, на самом деле, очень переживал из-за восстановительного периода, да, меня вот как раз в эстетическом, моральном больше плане. Меня побрили наголо в клинике, потому что приезжаешь туда со своей прической, чтобы провели анализ. И я очень переживал за это, потому что я искренне считал, я никогда коротких стрижек не носил, я считал, что мне не идет именно вот такая радикально короткая. Когда меня побрили, я не смог не сдержать приятную улыбку, потому что я понял, что мне идет, ну, такая лысина, то есть там стрижка под 2 миллиметра. Это выглядело гораздо аккуратнее, чем залысины, это выглядело приятнее. В целом, то есть, если бы не графты пересаженные, вот в таком состоянии, как есть, если бы меня побрили, я после этого пошел домой, я бы спокойно пошел на улицу. Поэтому задумайтесь тоже, я искренне я искренне считал, полагал, что я не смогу выглядеть адекватно побритым. Но, как оказалось, возможно, у вас то же самое, вполне возможно. Сложно сдерживать брови. Дальше. Главное, будьте аккуратны и не переживайте лишнего. Вот, в принципе, на сегодня все. Третий день после пересадки. Сегодня буду отдирать аккуратненько, размывать тем раствором, что мне дали, физраствором, пеленочки, мыть голову, как прописано в инструкции, снимать вот это, что это, пластырь, который, я так думаю, отек сдерживает, отек будет опускаться на лицо, это хорошо, что он покидает голову. В принципе, как вы можете заметить, у меня очень хорошо выглядит голова, не так много корочек, чувствую себя отлично, если не считать небольшой температуры, выполняю все рекомендации, пью таблетки, поэтому вас ждет то же самое. С учетом того, какие я вам дал советы, вы сможете гораздо сильнее себе облегчить как саму процедуру, так и реабилитацию после нее. Вот. Следующее видео, я думаю, уже будет на каком-то контрольном этапе. Это, возможно, будет 7 дней. Первый месяц я, наверное, буду снимать видео чаще или просто больше дней умещать, как сегодня, в ролик. Дальше будем уже двигаться по контрольным точкам. Как правило, результат должен уже ощутимый наступить через полгода. Уже финальный итоговый результат, который сохранится на всю жизнь, уже ближе к 12 месяцу. Так это или нет, я уверен, что это так. Мы посмотрим вместе с вами. Поэтому можете подписываться, нажимать на колокольчик,
ставить лайки. Пишите, обязательно пишите все комментарии. Я все буду читать, отвечать. Моя задача как раз, мое личное желание помочь вам избежать каких-то ошибок, которые я допускал. Ну и сделать так, чтобы люди с таким недугом, как облысение, а это в последнее время это большинство мужчин, имели возможность сделать операцию. Кстати, в комментариях можете задавать вопросы касательно каких-то отдельных технических тонкостей. Я вам могу подсказать, обязательно посмотрите, я вам могу подсказать, как хорошо сэкономить на этой операции, на всех этапах, в том числе на самой операции. Поэтому будем с вами на связи, будем вместе. Желаю вам хорошего роста волос и побольше позитива, улыбок. Всем счастливо!